Всем привет, с вами снова Костян. Славные друзья Обломов. И такой штуки мы еще не готовили. Многое мы повидали. Мидии, устрицы, всякого рода ракушки. Но таких у нас в гриле не было еще ни разу. Рассказывай, что достал. Местные ракушки размером с кулак разные есть. Раз есть побольше, есть поменьше. Но они речные в той его части реки, где вода морская смешивается с пресной водой. То есть они будут не очень пресные, они такие... Они подсоленоватые уже. Посмотрим на них. Характерная черта данных ракушек — это то, что они долго сохраняются достаточно. Они у нас лежат во льду уже 2 дня, и я пока что не вижу, чтобы какая-нибудь из них, какая-нибудь ракушка умерла. Само собой, если они погибают, они раскрываются. Ну и плюс у них здоровенный панцирь, в который можно добавлять что угодно. Рис, макароны, соусы, овощи, то есть их можно фаршировать. А само мясо не слишком-то велико. Ковыряться здесь ножами, отвертками мы не будем, они прекрасно раскроются при температуре. Ну, ракушки, само собой, ползают по дну реки, поэтому имеет смысл их немножко вот так мочалочкой поскоблить. Ну и само собой, видите открытую, выкидываете, она уже померла. закрытые вот такие плотные, это свежак. Иногда вы не можете понять, то ли она приоткрытая, ну это уже само собой открытая целиком, а вот то ли она приоткрытая, то ли что. Тогда делаем очень просто, слушайте. Вот это закрытая, герметичная, наполненная бульоном и подливой. А вот из этой уже все вытекло. Еще раз. Будем готовить на Broil King, как это уже у нас здесь заведено. Так что врубаем на полную. И дождемся, сколько нам? 200-250 даже градусов. 200, они каменные, так что остудят быстро гриль. Да. Собственно, начинки у нас будут классические, в общем-то, для мидий. Соответственно, лаймы, лучок, обязательно острый перчик. А также зеленый лучок и петрушечка какая-то. Сейчас накрошим, сделаем несколько заправочек, и когда вот мидия прираскроется, туда уже будем добавлять. И вот так вот, не жалея, вместе с семечками. Острота лишней не будет. Тем более, что регулируется просто количеством добавленного. Само собой, мелко-мелко покрошенный репчатый лучок. И немножечко сока лайма. Знаете, оливыч, лайм и травы, чесночок, лучок — это всегда не лишнее. Кстати, насчет чесночка, где он? Немножко соли, чтобы удобнее было вынимать. Лаймики вот такие оранжевые повыжимаем. Ароматные. И нарежем немножко, натрем в кашу немножко чесночка. Чеснок здесь капец дубовый, я даже боюсь разломать себе руку, но нет, пошло. Соответственно, несколько зубчиков сейчас очистим и накрошим мелко-мелко. Так, вот у меня здесь очистка чеснока, держи. У меня натирка чеснока чудо-теркой, которую мы привезли с собой, потому что здесь такую не достать. Я думаю, что ее мало вообще где можно достать. Ну да. Оливковое масло, уксус, сок лайма, соль, перчик, лучок, чесночок и лучок, само собой, зеленый с укропчиком, с петрушечкой. Это вы сами смотрите. Фишка в чем? Вы можете добавлять в ваши мидии в любом количестве то, что хотите. То есть вы можете что-то одно не добавлять, а другое смешать. Ну да, острота, лайм и всякие прочие зеленюшки. Просто захотел такой вкус, захотел сякой. Сидишь как диджей, просто наворачиваешь. Ну, выкладываем. Стараемся толстой стороной выложить вниз, хотя они практически одинаковые. Ну и выкладываем относительно ровненько, чтобы, когда они откроются, все из них не вылилось. Хотя что-то, конечно, подвылится. Закрываем минуточек на 5. Ну и давайте сделаем первый из маринадов. Чуть-чуть соли, чуть-чуть остроты, чуть-чуть лучка и, пожалуй, лаймика. Сюда же добавим оливыча. Вот так вот. И даже пол чайной ложечки уксуса. Обычный столовый, 7%. Вот так. И вот уже такую смесь можно замечательно добавить в каждую мидию. Так, проверяем, что у нас здесь. О, первая уже открылась, остальные вот подзакипают. Соответственно, дожидаемся, когда все так градусов под 60 приоткроются. И тогда начнем их заправлять всяким. Выключаем одну часть гриля, пускай они тепленькие вот здесь открытые стоят, а на горячую часть выкладываем остальные. Сюда можно добавлять все наши добавки.
Заливаем немножко нашей подливы. Что ты тут в подливе намутил, Костян? Слушай, здесь соль, соответственно, острота, чуть-чуть лучка и лайм. Ну и, соответственно, уксус и этот самый оливыч. Можно сверху, да, покидать. И сейчас обратно на гриль, пускай уже до конца теперь приготовятся все миди. Спорим, в комментах кто-нибудь напишет, что сыр надо сверху сыпать. Сыр сверху нужно сыпать по классике, но... А кто ж мешает? У нас вот так. Да, насчет сырка-то все правильно. Соответственно, если там сырец, то нужно, чтобы он разошелся и подзаплавился. Ну а если хотите прям сыромяточка со свежими овощичками, можно уже и прямо так. Потому что мидия открылась, значит готово. Ну, давай заценим. Давай заценим, что это вообще такое. Чуть-чуть пожестче. Да, у нас жестче устрицы. Примерно как мидия, чуть потверже. Ну и вкус мидии, на самом деле. Да, вполне себе. В целом вердикт какой? Никакой божественности устричной здесь нет. Но это дешево. Да. И раковина здоровенная. То есть для подачи, если туда фигануть риса, сыра, да хоть макарон, там вообще чего угодно. Получится офигенная закуска, да и, собственно, если сюда положить, не знаю, там, кусок сыра с мазиком, ну, Шапочку сделать, да. то 3-4 штуки таких, и вы наелись. Ну и, само собой, это морепродукт, ну, полуречной морепродукт, который, Но все само равно собой, в соленой воде, поэтому да, она солоноватая. Полезно для здоровья, все дела. Значит, там, Конечно. мужская сила, вот это все рассказывают всегда про такие по продукты. типу устрицы. Клево! Есть можно, жить можно. Рецепт неплохой. Оп. А с вами был Костян. И славный дружа Обломов. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх и оставляет комментарии. Прикольная, дешевая штука из азиатских стран.